Здравствуйте! Большинство из нас любят чай, и поэтому это видео должно понравиться всем любителям чая. Ведь этот ароматный напиток, как правило, больше, чем просто чай. Помимо пользы для здоровья, чай также символизирует единение людей во многих странах по всему миру. В этом видео мы покажем вам разные виды и сорта чая, а также множество традиций, которые с ним связаны. Начнем с чая пуэр, особого вида китайского чая, который производится из листьев чайного дерева Camellia sinensis. Пуэр получает свой уникальный вкус и аромат благодаря специальной технологии обработки листьев, которая включает в себя процессы ферментации и созревания. Китайское название произносится как пуэр-ча, что буквально значит «чай из пуэра». Пуэр – это небольшой город в провинции Юньнань, что находится на юге Поднебесной. Вот уже несколько тысячелетий люди здесь поклоняются чайным кустам этого легендарного чая. Главной отличительной чертой пуэров является стадия ферментации, которая может занимать различное время. Он может ферментироваться от нескольких недель до 10-15 лет. Участвующие в ферментации микроорганизмы заметно меняют химический состав и вкусовые качества чая. Это значит, что некоторые пуэры могут стоить целое состояние, например, очень редкие и старые сорта чая. Чай обычно продается в виде прессованных лепешек. Как и хорошее вино, чаем пуэр лучше всего наслаждаться, попивая его медленно, маленькими глотками. Следующий чай – йерба-мате. Это идеальный вариант для тех, кому нужен заряд кофеина, но кофе пить не хочется. Он бодрит лучше, чем кофе. Йерба-мате – это напиток, который производится из листьев и веток чайного куста Ilex paraguariensis, который растет в Южной Америке, в основном в Парагвае, Аргентине, Бразилии и Уругвае. Йерба-мате часто называют «чай из джунглей», и он является национальным напитком в странах, где он выращивается. Чтобы приготовить напиток, листья и ветки куста сушатся, обжариваются и измельчаются. Затем полученная масса заваривается в горячей воде и пьется через трубочку, которая называется бомбилья. Она бывает металлическая, стеклянная или бамбуковая. Бомбилья имеет узкий мундштук, который пьющий берет в губы, прямую металлическую трубку и ситечко, которая выполняет роль фильтра, чтобы частички листьев не попадали в рот. Традиционно напиток готовят в тыкве, которую раздают гостям. В странах, где его употребляют, он является символом близких отношений и пьется в семейном и дружеском кругу из одного сосуда. Еще один интересный чай – ройбуш. Этот чай произрастает в регионе Седерберг в Южной Африке. Больше он нигде не растет. Здесь его собирали на протяжении сотен лет. Ройбуш – фиточай, получаемый путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного. Он имеет красный цвет и сладковато-горький вкус, поэтому его часто называют красным чаем или чаем красного куста. Чай ройбуш не содержит кофеина и теина, поэтому его можно употреблять в любое время дня без опасения возникновения бессонницы. Он считается диетическим продуктом, который помогает ускорить обмен веществ и снизить уровень холестерина в крови. Чай ройбуш может употребляться как горячим, так и холодным и может быть использован для приготовления различных напитков, включая чайные коктейли и латте. На очереди пузырьковый чай – популярный чай со льдом из Тайваня. Напиток также известен под другими названиями, в том числе чай боба, чай тапиока и жемчужный чай. Напиток на основе чая появился на Тайване в начале 1980-х годов. Тайваньские иммигранты привезли его в Соединенные Штаты в 1990-х годах, первоначально в Калифорнию. Со временем популярность этого напитка во всем мире возросла. Пузырьковый или пенный чай часто создается из базового чая, смешанного с молоком. Обычные базовые чаи – черный, зеленый и чай-улун. Затем напитки смешиваются с молоком или фруктовыми ароматизаторами, например, манго, личи, грейпфрут и так далее. Наконец, в нем могут присутствовать добавки, такие как алоэ вера, семена чиа или яичный пудинг, а также многие другие. Пузырьки и подсластитель в виде шариков сделаны из тапиоковой муки, крахмала.
воды, коричневого сахара или фруктового желе. В отличие от пшеничной муки, тапиока содержит только крахмал. Пузырьковый чай готовят путем встряхивания напитка на основе холодного чая с молоком для получения насыщенной шелковистой текстуры. Пузырьки воздуха, образовавшиеся в результате энергичного встряхивания, являются обязательным элементом напитка. Чтобы посмотреть, как заваривают чай Атайи, следует отправиться в Марокко. В этой стране процесс заваривания и употребления чая Атайи – это церемониальная традиция, символизирующая дружбу, гостеприимство и уровень комфорта с гостями. Марокканский мятный чай сочетает в себе основу зеленого чая со свежими листьями мяты и сахара. Традиционно марокканцы готовят кофе и чай в специальном металлическом чайнике, называемом брикка. Он имеет две части – нижнюю, где кипятят воду и добавляют зеленый чай, и верхнюю, где находится сахар и ароматные травы, такие как мята или цветы апельсина. Процесс приготовления марокканского чая очень тщательный и требует определенных навыков. Сначала зеленый чай заливают кипятком и оставляют на несколько минут, чтобы выделились ароматы. Затем освежающая мята и сахар добавляются в чайник, чтобы придать напитку сладость. После этого вода из чайника переливается несколько раз, чтобы смешать все ингредиенты и достичь желаемого вкуса и аромата. Чай подается в стеклянных чашках из тонкого стекла, чтобы можно было насладиться его ярким зеленым цветом. Чай льется с высоты 12 дюймов над маленьким стаканом с образованием пены на поверхности напитка, что является символом того, что чай заваривался достаточно долго. Чем больше пены, тем искуснее налить чай. Правильный напиток содержит полчашки пены, много сахара и мало воды. Если на поверхности чая нет пены, его возвращают в чайник и настаивают дольше. Ритуал разливания горячего чая с большой высоты – впечатляющий признак опытного хозяина. Следующий чай под названием «Лондонский туман» сочетает в себе чай Эрл Грей, паровое молоко и ванильный сироп. Известно, что чай Эрл Грей – это один из самых популярных ароматизированных чаев планеты. Черный чай пропитывается маслом бергамота, которое и дарит напитку необычный вкус. Напиток на его основе изобрела женщина Мэри Лария, в то время, когда она была беременна, и ее замучила утренняя тошнота. Ей захотелось найти альтернативу кофе. По утрам она часто заходила в ресторан «Гречка», чтобы выпить кофе и перекусить. Но при ее состоянии Лории пришлось придумать напиток, который облегчил бы ее тошноту и будил бы ее по утрам. Любительница чая Лория попросила своего брата сварить ей чай Эрл Грей и залить его горячим обезжиренным молоком. И хотя чай Эрл Грей традиционно не подают с молоком из-за цитрусового аромата бергамота, но брат Лории все же приготовил такой напиток. Так, в 1997 году в Ванкувере появился напиток «Лондонский туман». Его также называют «Ванкуверский туман», и он имеет много разновидностей. Напиток пользуется особой популярностью в холодные и дождливые дни. Этот традиционный корейский ягодный чай называется омиджа-ча. Чай можно приготовить, отварив сушеные ягоды магнолии в воде на слабом огне, затем добавив мед. Омиджа означает ягода с 5 вкусами, поэтому можно ожидать, что этот чай будет соленый, сладкий, кислый, горький и острый. Чай в основном используется в лечебных целях. Он снижает артериальное давление и способствует очищению организма от токсинов и других вредных веществ. Сушеные ягоды магнолии содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут помочь укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, улучшить пищеварение и так далее. Благодаря своему яркому цвету, омиджа-ча является отличной основой для фруктового пунша. Его обычно подслащивают медом или сахаром. После распада Османской империи и подорожания импортного кофе, в Турции произошли культурные изменения в сторону потребления большего количества чая. Турецкий чай – это традиционный напиток, который готовится из черного листового чая и подается в маленьких стеклянных стаканчиках, которые имеют специальную оправу, чтобы не обжечь руки. Большие чашки для такого чаепития не используют, потому что турецкий чай слишком крепкий. Чай обычно заваривается с помощью специального двойного заварного чайника, который называется чайхан.
У него принцип самовара. В нижнем кипятится вода, верхний для заварки. Чайное производство в Турции началось в 1930-х годах, когда появились чайные плантации в одном из горных районов недалеко от города Ризе, что на Черноморском побережье. Традиционным индийским напитком является масала-чай, который готовится на основе черного чая с добавлением смеси индийских специй и трав. Рецепт чая масала не фиксирован, и в разных семьях и регионах Индии могут использоваться разные ингредиенты и пропорции. Однако традиционный масала-чай обычно состоит из 5 основных компонентов – черного чая, кардамона, имбиря, молока и сахара. Молоко для чая получают от водных буйволов. Масала-чай имеет насыщенный аромат и пряный вкус, который может быть сладким или остропряным в зависимости от используемых специй. Напиток обладает множеством полезных свойств для здоровья, таких как улучшение пищеварения, снижение уровня стресса, укрепление иммунной системы и так далее. Его лучше всего употреблять с закусками. А теперь перенесемся в Японию. Здесь готовят японский порошковый зеленый чай маття или матча. Его делают путем измельчения молодых листьев зеленого чая в ярко-зеленый порошок. Чай традиционно используется в классической японской чайной церемонии. Хотя матча известен своим высоким содержанием кофеина, ритуал приготовления напитка почитается также как успокаивающая хореографическая техника, связанная с медитацией. Японская чайная церемония называется чадо или чаною. Сначала порошок матча отмеряют с помощью небольшого деревянного ковшика, называемого чашаку. Он имеет форму полумесяца и изготавливается из бамбука или дерева. Порошок заваривают в чайной чашке, называемой тяван, где вода медленно смешивается с порошком при помощи часена – бамбукового венчика ручной работы. Цель японской чайной церемонии заключается в создании особой атмосферы, которая способствует гармонии и умиротворению. Ведущий церемонии с каждым своим движением оказывает почтение интересам гостя. Матча подают с японскими сладостями, чтобы компенсировать горький привкус напитка. А теперь посмотрим на чай «Английский завтрак». Это смесь черных чаев, которая была создана в Великобритании в XIX веке. Чай обладает насыщенным вкусом и ароматом и обычно пьется с молоком и сахаром. Чай «Английский завтрак» получил свое название благодаря тому, что он часто пьется в Великобритании на завтрак. Он очень подходит для богатого белком английского завтрака. В его состав входят крепкие черные чаи из Китая, Индии, Кении или Шри-Ланки. В нем достаточно высокий уровень кофеина. Чай для английского завтрака готовится путем заваривания чайного пакетика в течение 3-5 минут и завершается добавлением небольшого количества молока и ложки сахара. В Египте очень популярным напитком считается каркаде, или чай из гибискуса, приготовленный из сухих темно-красных лепестков цветка гибискуса. Говорят, что холодный чай каркаде подавали фараонам в Древнем Египте, чтобы помочь им охладиться в жаркой пустыне. В культуре Северной Африки каркаде играет важную роль. Его часто подают во время религиозных и лечебных церемоний. Чай каркаде обладает множеством полезных свойств. Он содержит фруктовые кислоты, которые способствуют снижению скачков глюкозы в крови. Каркаде также обладает противовоспалительным, дезинфицирующим действием за счет яблочной, лимонной, винной кислоты, которая содержится в напитке. Во времена британского колониального правления в Гонконге появился напиток, называемый гонконгским чаем из шелкового чулка. Он получил свое название от способа заваривания чайных листьев в большом чайном носке, напоминающем чулки. Его появление связано с британской традицией послеобеденного чая. Однако вместо молока и сахара чай из шелкового чулка состоит из черного чая и сгущенного молока, которое придает напитку сладость. Гонконгский молочный чай можно попробовать во многих заведениях в Гонконге, а также приготовить дома.
Большой популярностью в Гонконге и Таиланде пользуется чай йен – крепкий черный чай с молоком и сахаром. В его основе используется крепкий черный чай. Этот чай является основным продуктом тайской культуры уличной еды. Подобно чаю из шелковых чулок в Гонконге, чайные листья завариваются с помощью чулочного фильтра в большой кастрюле с водой. Когда чай становится темным и остынет, его подают с колотым льдом и подслащают сгущенным молоком. Сладкий вкус чай йен широко используется для того, чтобы сбалансировать пряный вкус тайской кухни. Следующий напиток назван в честь легендарного американского игрока в гольф Арнольда Палмера. Он предложил жене добавить лимонад в кувшин с холодным чаем. Палмер стал заказывать такой напиток в ресторане в Палм-Спрингс, в Калифорнии. Посетители тоже заинтересовались этим напитком и стали его заказывать. В результате компания Arizona Beverages купила права на напиток Арнольда Палмера. И сегодня он, известный под названием «половина на половину», является культовым напитком, который подают по всей территории Соединенных Штатов. Его легко узнать по контрасту между темным заваренным холодным чаем и охлаждающим лимонадом сверху. На этом все. Если вам понравился какой-либо чай больше других, напишите об этом в комментариях. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!